Если при общении с начальником у вас постоянно портится настроение, падает самооценка, вы начинаете испытывать чувство вины, стыда, тревоги или другие тяжелые эмоции, если от одной мысли о том, чтобы попросить повышение или поднять вам заработную плату, или отпроситься в отпуск, или просто поговорить с начальством, вы покрываетесь пятнами, а ваш пульс переходит в зону жиросжигания, если на работе вы не можете сказать «нет», вы не умеете отказывать, если вы постоянно подстраиваетесь, пытаетесь заслужить внимание, похвалу, хорошую оценку, и для этого вы берете на себя чужую работу, если неоплачиваемые сверхурочные и работа на выходных это для вас скорее норма, чем исключение из правил, и все это продолжается без изменений годами, длительное время, то скорее всего вы имеете дело с манипуляциями. Большую часть жизни мы так или иначе проводим на работе. Поэтому токсичный начальник, начальник-самодур, тиран, абьюзер, газлайтер или психопат может очень сильно испортить нам жизнь. Травля на работе, буллинг, моббинг и приемы психологического насилия могут причинять очень серьезный вред психике и здоровью. Если руководитель регулярно повышает голос, переходит на личности, орет, бросается предметами, использует обесценивание, унижение, оскорбление и хамство, если он незаметно, а может быть и явно, стирает личные границы, расшатывает эмоционально, расшатывает психику, подавляет, если он использует сотрудников как рычаг, сталкивает их друг с другом лбами, например, устраивает публичное сбивание корон и заворачивает еще все это в заботушку, в шуточки, в доброе намерение или «у нас так принято». Очень важно научиться грамотно и корректно отстаивать свои личные границы. При этом, если вы сразу не дадите правильный и понятный ответ, если вы сразу себя не защитите, потом это будет делать намного сложнее. Если в моменте вы стерпели, промолчали или проглотили, тем самым вы расписались, вы подтвердили, что так с вами можно. Именно так можно к вам обращаться и использовать в своих интересах. Вам очень быстро сядут на шею, и даже любимая, даже замечательная работа станет для вас каторгой. При этом, если вы уже находитесь в подобной ситуации, точно так же не стоит продолжать это терпеть. С этим нужно что-то делать, нужно выходить из ситуации. Если вы остаетесь и вы принимаете решение терпеть, ожидая, надеясь, что как-нибудь само рассосется, то это в том числе вредно для здоровья. Не рассосется. Со временем, как правило, становится только хуже. Ситуация усугубляется тем, что в случае с манипулирующим начальником особо не дашь волю чувствам, не ответишь как хочется, жестко не поставишь на место. Таким образом можно, например, нарушить субординацию, получить открытый конфликт с начальством, что еще больше усугубит ситуацию. Поэтому в данной ситуации очень важно уметь распознавать такие манипуляции, сохранять внутреннюю устойчивость и уметь отвечать так, чтобы образно и овцы сыты, и волки целы, чтобы и себя не потерять, и себя не предать, личные границы отстоять, и ответ дать понятный, проблему решить, и конфликт не допустить, и работу не потерять. Сразу отмечу, что манипулирующие сотрудники или, например, сотрудники, которые занимаются на работе в компании социальным терроризмом, это иногда более сложное мероприятие, более сложный кейс. И эта тема достойна отдельного видео. Сегодня мы играем за сотрудников. Большинство манипуляций со стороны руководства так или иначе направлены на создание стыда, вины, страха, тревоги, возможно, обиды, иногда гнева и других сильных эмоций. Манипуляции нацелены на снижение самооценки, на подавление или расщепление психики, на создание зависимости, на навешивание или перекладывание ответственности и создание выученной беспомощности. Используется это для того, чтобы сотрудникам было удобнее пользоваться, использовать его в своих интересах, для того, чтобы заставлять его делать то, чего он делать не должен, и ничего не давать взамен. То есть суть манипуляций. Сотрудник должен быть в вине, в стыде, в страхе, в обиде и в других сильных эмоциях, для того, чтобы им было удобнее пользоваться и меньше платить. Сотрудник должен быть в зависимости, в долгу, в стрессе, в тревоге, с заниженной самооценкой, сбитым с толку, для того, чтобы он был более предсказуемый и удобный в эксплуатации. Это подход в стиле «подчиненный должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство». Или чтобы коровы давали больше молока и меньше ели, их нужно больше доить и меньше кормить.
При этом одно дело, если некоторые инструменты социальной инженерии, например, используются для дополнительной мотивации персонала или, допустим, для того, чтобы еще более полно раскрыть их потенциал. Но когда сотрудники ходят по офису со стеклянными глазами и все из них поголовно выгоревшие, это уже вредно для бизнеса. С одной стороны, это плохо для руководства, потому что манипуляция – это не самый эффективный и не лучший способ управления персоналом. С другой стороны, для самих сотрудников, потому что обесцененный, подавленный, расщепленный, выгоревший сотрудник работает, мягко говоря, плохо. Клиенты и контрагенты получают посредственный сервис, и компания имеет соответствующий результат. Поэтому деструктивные манипуляции в компании на дистанции – это в первую очередь невыгодно. Манипуляции в компании как температура показывают, что что-то не работает. Манипуляция – это симптом. Часто это следствие нехватки более эффективных инструментов. Например, банально может быть недостроена организационная структура компании. Если ввести в компанию современные эффективные инструменты, например, управление проектами, то для деструктивных бытовых грязных токсичных манипуляций просто не останется места. Например, вместо того, чтобы постоянно подвербовывать своих сотрудников, постоянно держать их в страхе, в стрессе, устраивать многочасовые совещания с публичным унижением, можно создать такие условия для сотрудников, где они сами будут включены, где они сами будут довербовывать друг друга, где они будут раскрывать свой потенциал, достигая целей компании. К манипуляциям обычно прибегают руководители, которые не могут, не хотят или не умеют по-другому. Возможен вариант, когда таким образом руководитель самоутверждается, когда он получает удовольствие от того, что манипулирует, подавляет или унижает своих сотрудников. Некоторые руководители орут, хамят или унижают своих сотрудников, потому что сами не уверены в себе. Они сами очень боятся и поэтому пытаются унижать, подавлять и пугать своих сотрудников. То есть по факту они занимаются эмоциональным заражением. Токсичные манипуляции могут быть следствием недостатка личных качеств или профессиональных компетенций руководителя. Например, если он не может нормально, напрямую, эффективно организовать работу и делегировать задачи, он будет делать это через вину, стыд, зависимость и перекладывание ответственности. Ну и естественно, это наши любимые друзья с нарциссическими, садистическими и другими антисоциальными наклонностями. Вокруг таких руководителей очень быстро формируется свита, которая профессионально умеет делать короля. И она создает вокруг такого руководителя очень удобный информационный пузырь. А сама свита при этом творит со своими подчиненными, с исполнителями все, что захочет. Получается такая система, слоеный пирог, где собственники не могут, свита не умеет, а исполнители не хотят. Более подробно про типы манипуляторов, про уровни манипулятивного воздействия и про тех, кто особенно уязвим для таких манипуляций, вы найдете по ссылке в описании. А мы с вами перейдем к конкретным приемам. Первый, самый распространенный, самый простой вариант – это постоянное недовольство, постоянное оценивание, обесценивание, критика, сравнение, обвинение, несправедливое оценивание, несправедливое обвинение, несправедливая критика, бессистемная критика и прочие акты, прочие способы, инструменты понижения самооценки. Вы всегда недостаточны, вы всегда не до. Вы всегда не соответствуете каким-то нормам, критериям, которым должны соответствовать. Вы всегда не окей. Это никуда не годится. Ну, можно было бы и получше, можно было бы и побольше, можно было бы и посильнее постараться. Это все не то. Но сделай как надо, сделай по-человечески, сделай нормально. Я же тебе говорил, сделай просто нормально, а это все не то. Ты думаешь, ты такой особенный? Да у меня таких, как ты, пруд пруди. Вот Вася с Петей, настоящие лидеры, настоящие бойцы, круглые сутки пашут, круглые сутки работают, план перевыполняют постоянно, до ночи работают, на работе живут буквально, живут и дышат работой, на выходные домой проекты берут, а ты только вот в офисе штаны просиживаешь, так и знал, что никакого толка от тебя нет. Если в ответ на это вы начнете спорить, как-то оправдываться или переубеждать вашего начальника, то вы попадете в ловушку. Таким образом, вы еще зарекомендуете себя как склочного, неуверенного в себе и нелояльного сотрудника. Если вы будете терпеть, если вы будете молча есть все, чем вас кормят, то ваша самооценка будет падать, вы сами для себя распишетесь, что все это правда. Таким образом, вы будете травиться токсичной виной, стыдом и тревогой.
Вместо этого, например, можно сохранять включенность, искренний интерес и доброе намерение, отыгрывать лояльность, отыгрывать субординацию и задавать уточняющие вопросы. Ого, вижу, что вы не очень довольны моей работой. Подскажите, что еще можно было бы сделать? Что еще вы хотели бы от меня получить? Что именно непонятно в этом докладе? Что именно хотели бы добавить в мою работу? Подскажите, пожалуйста. Как именно вы хотели бы видеть результат? Что именно, что конкретно можно было бы добавить? Что еще я могу для вас сделать? Какую еще информацию я могу вам предоставить? С кем именно вы сравниваете? По какому именно критерию вы сравниваете? Как именно я могу еще больше увеличить, улучшить свою работу? Таким образом, вы не подставляетесь, вы не нарушаете субординацию, вы не показываете, не транслируете свою нелояльность, при этом вы не едите то, чем вас кормят. Вы побуждаете вашего начальника объяснять, рассказывать, думать. Таким образом, вы не даете себя в обиду, вы не позволяете себя есть, при этом вы не допускаете конфликт. Если критика и обесценивание были несправедливыми и бессистемными, без цели, то есть обесценивание ради обесценивания, то, скорее всего, ничего конкретного вы не услышите. Плюс вы станете очень неудобной жертвой. Здесь же по вкусу можно добавлять то, что называется метафрейм. То есть называйте тот прием, который против вас используется. Например, это интересное сравнение, это неожиданное сравнение, это неприятное сравнение, это странное сравнение. Или «Спасибо вам огромное за обратную связь. Это интересно, это ценная обратная связь. Это ценный для меня комментарий. Это ценная для меня информация». И возвращаемся к уточняющим вопросам. Подскажите, пожалуйста, чего конкретно не хватило? Что бы вы могли посоветовать по данному вопросу? А как бы вы поступили на моем месте? На что здесь обратить особенное внимание? Вы подбираете формулировки по вашей ситуации, и вы обращаете внимание на реакцию вашего собеседника. Плюс ко всему, этот прием буквально разоблачает вашего собеседника, разоблачает манипуляции. Названная эмоция перестает работать, названный прием перестает работать, разоблаченный манипулятор перестает манипулировать. Второй вариант более грубый. Это вспышки гнева, это крики, это переходы на личности, это оскорбление, это хамство, это унижение, бросание предметами и прочие провокации. Сложность данной ситуации заключается в том, что симметрично, то есть точно так же, сотрудник ответить не может. И если он не умеет работать с такими вспышками гнева, то он остается подавленным, остается в напряжении. Вот эта остановленная эмоция со временем будет накапливаться. Даже устойчивый, здоровый и уверенный в себе сотрудник получает невроз, со временем получает невроз. Со временем он начинает накапливать в себе остановленные эмоции, подавленный гнев, токсичные эмоции, хронические эмоции, избегаемые переживания. Он начинает стараться выслуживаться, старается подстраиваться, брать на себя все больше и больше работы, чтобы избегать таких вспышек гнева. Даже если руководитель потом извинится, скажет, например, что погорячился, но воздействие уже оказано. Вы уже остановили в себе порцию гнева, вины, стыда, обиды, тревоги и других токсичных эмоций. Самый простой вариант ответа, чтобы и не подставиться, и себя не подавлять, это легализовать то, что происходит. Например, называть то, что я вижу, называть эмоции. Вижу, как вы разозлены, вижу, как вы расстроились. Похоже, вы очень сильно разозлились. Похоже на то, что этот вопрос критически важен для вас. Не ожидал, что это настолько важно для вас. Суть приема в том, чтобы между строк подать сигнал. Я тебя вижу, слышу, чувствую. Я вижу твои переживания, они для меня важны. Твои переживания уместны, имеют место быть. Если истинная причина того, что на вас орут и срывается, в том, чтобы человек был услышан, вы таким образом реализуете, удовлетворяете неосознаваемую потребность собеседника. Другой вариант, если человек в аффекте, гнева уже столько, что он льется через край, человек уже сам себя не контролирует, может сработать, например, подстройка, поддержка и канализация. Фактически ваша задача придумать новую, более удобную цель и вместе с ним ее атаковать. Допустим, это действительно полный бардак, я с вами полностью согласен, это действительно так. Это не может больше так продолжаться, я предлагаю сделать так-то и так-то. Таким образом вы убираете мишень с себя. А такие миролюбивые фразы из серии «мне сейчас было неприятно, пожалуйста, так не делайте». Или уточняющие вопросы из серии «а что именно, что конкретно вас так разозлило?»
скорее всего, приведет только к эскалации конфликта, вызовет еще больше гнева. И третий вариант – это игра на чувстве собственной важности, исключительности, на эго, на комплексах, на ценностях и неудовлетворенных потребностях. Например, только ты можешь с этим справиться, только тебе я могу доверить этот проект. Все остальные лохи, бездари и завалят. Ты же звезда в нашей компании, ты же номер один, на тебе, на одном народником держится вся компания. Помоги, выручай, без тебя сдохнем, без тебя по миру пойдем, без тебя завалим этот проект. Ты же профессионал, ты же лидер, ты же эксперт в этой области, ты же номер один. Я же тебя знаю, ты же настоящий мужик, ты же настоящий тигр, ты же настоящий тигриный лев. Мы тебе орден дадим, мы тебя назначим почетным членом нашего закрытого кружка и квадратика. Старостой подъезда у нас будешь. Здесь, если вы съедаете историю про вашу исключительность и важность и незаменимость, то вы съедаете все остальное. А если вы говорите нет, то вы перечеркиваете всю свою важность и исключительность. Здесь ваши ценности, ваши глубинные ценности, ваши комплексы, ваша важность и исключительность становятся заложником. Здесь очень важно научиться разделять, что вы едите, что вы не едите. Разделяем мухи и котлеты. Спасибо вам огромное за такие теплые слова. Благодарю вас за столь высокую оценку. Очень приятно именно от вас слышать такие теплые, замечательные слова, такую обратную связь. Однако, этот проект уже не помещается в мой график. Это уже выходит за рамки моей квалификации, компетенции, времени и так далее. Вижу, насколько вам важен данный проект, данный фронт работ. Очень лестно, что вы предлагаете его именно мне, однако мне очень важно сосредоточиться на своих компетенциях, сосредоточиться на своем фронте работ, на своей сфере. Или, например, если вы хотите поторговаться, вы можете интерпретировать данное послание так, как вам удобно. Допустим, правильно ли я вас понимаю, что вы мне предлагаете новый фронт работ, или новую должность, или новый проект, или повышаете меня? Если это так, подскажите, пожалуйста, на каких условиях я могу включиться в данный проект, кому я могу передать мой актуальный фронт работ? Или, например, как эта работа будет оплачиваться, сколько это будет для меня стоить? Или, например, какие функции я могу вычеркнуть из своего расписания вместо этого? Или, например, если вам нужно очень аккуратно отказать и съехать, можно применить такой пошаговый отказ. Правильно ли я понимаю, это пока не входит в мои должностные обязанности? Если да, правильно ли я понимаю, я могу отказаться? Или могу ли я отказаться от этого предложения? Ну, например, да. Если я могу отказаться от этого проекта, подскажите, не повлечет ли это за собой ухудшение наших с вами отношений или какого-то предвзятого отношения ко мне, каких-то негативных для меня последствий? Существует еще огромное количество приемов, инструментов, манипулятивных приемов. Например, раскачивание на качелях. То ты незаменимый, родной, близкий, ты исключительный, номер один. То ты никто, ничто и звать тебя никак, вообще в момент тебя заменю. Морализаторство, сплетни, стравливание, завуалированные угрозы и так далее. В любом случае, первое, помните, что вы не в рабстве. Вы заключили социальный договор, где вы меняете свои ресурсы, например, на деньги по заранее согласованному курсу. И если этот курс вдруг меняется, задумайтесь, а что происходит, что пошло не так. Второе, в любом случае помните про субординацию. Начальник тоже человек, и у него тоже есть эго. И даже если вы 300 раз правы, и правда на вашей стороне, если вы не лояльны, если вы нарушаете субординацию, например, прилюдно критикуете или обесцениваете руководителя, вы в любом случае получите конфликт. Третье. Определитесь с целью. Вам нужна работа и работоспособная рабочая атмосфера, где вы можете зарабатывать деньги и самовыражаться. Или вам нужно отомстить, или вам нужно наказать или победить вашего руководителя. Во втором случае вы гарантированно получите конфликт. Подумайте, как вы в этом конфликте будете дальше работать. Если ваша цель прояснить отношения, нормализовать рабочие отношения с вашим руководителем, то стоит применять мягкие, максимально гибкие приемы. Например, назвать цель, назвать прием, назвать эмоцию, канализировать эмоцию, задавать уточняющие вопросы и так далее.
Больше техник, больше приемов, больше инструментов для того, чтобы без конфликтов мягко защищать свои личные границы, мягко отвечать на манипуляции, в том числе возможность отработать, применить, натренировать эти инструменты именно на ваших кейсах, на ваших ситуациях, вы также найдете по ссылке в описании.